Всем привет! На прошлом уроке мы с вами научились рисовать красиво изогнутые волоски, созданные правильно, то есть наслоением линии одну на другую. А сегодня мы с вами порисуем волоски такие же, но утолщенные. То есть все то же самое, просто прямой волосок, например, мы создаем в середине движения, в середине волоска, отклоняясь немножко влево и вправо, и затем возвращаясь опять в ту же самую линию. И начало и окончание должны быть тонкими, а середина утолщенной. То есть это некая имитация соединения волосков в одну линию, когда это такой плоский пучок вытянутый. И длина у этого волоска должна быть примерно сантиметр-полтора. Можете делать какие-то короче, какие-то длиннее, прям в одной борозде. То есть единичное прикосновение, как обычно в начале. И такое неспешное наслоение в серединке. Чуть-чуть танцуем влево-вправо и затем единичное движение в конце волоска. Такое, знаете, веретено получается, если кто-то помнит, что это. И попробуйте разной длины рисовать волоски эти, покороче, подлиннее, потому что утолщение волосков вам нужно будет разное, вплоть до буквально полусантиметровых волосков, потому что такие пучки тоже бывают. Прорисовываете ряд, причем это не, опять напоминаю, не вот это вот утолщение, когда оно создается нажимом, вроде тонкое начало, тонкое окончание, середина за счет нажима толще, но нет, это ошибка, это неправильно, и только путем наслоения, штриха на штрих, утолщение в середине примерно. Прорисовываем сначала ряд прямых волосков, где все у нас контролируется, затем прорисовываем утолщенные S-образные волоски, точно так же, как на прошлом уроке мы рисовали тоненькие. Тут тоже особое искусство изогнуть не сильно и, сохранив тонкое начало и окончание, утолстить. И все это контролировать. И стараться не создавать вот таких заусенцев, потому что, видите, у меня тоже они случаются. И держим ручку, естественно, вам с двух ракурсов видно абсолютно максимально вертикально, насколько это возможно. Утолщаем линию. Одиночное движение, выходим из бумаги условно. И затем создаем ряд таких же волосков, но изогнутых в другую линию. Ой, в другую сторону. Точно так же очень тонкое начало, единичное прикосновение. Дальше утолщаемся и в середине пляшем чуть-чуть влево и вправо, для того, чтобы линия стала прям гораздо толще. И опять единичным волоском выходим в максимально тонкую линию в конце. И долларообразный волос тоже обязательно, куда без него, потому что такой часто встречающийся изгиб. И утолщение у него... Оно, видите, вот есть, но оно не какое-то там безумное, то есть не надо рисовать какие-то вот такие прям утолщения. Ну, такие вряд ли вы встретите. Ну и в принципе, если вы умеете делать красивое, изящное, тонкое утолщение, ну вот такое, то утолстить в 2-3 раза это уже не проблема, это просто вопрос количества штрихов влево и вправо. Самое главное научиться контролировать руку, контролировать себя, потому что будет очень хотеться спешить и быстро-быстро сделать задание. Но у нас тут именно этот курс рассчитан на практическое прививание вот этих навыков. То есть вы должны понять, что спешить не надо. Это работа такая монотонная, то есть вы должны контролировать каждое движение и не пытаться ускорить процесс, потому что в этом случае вы с большей вероятностью заглубитесь просто-напросто на коже клиента. Бумага и латекс вам многое простят, а кожа клиента нет. Это будет потеря эскиза, это будет заглубление. И все это приведет к тому, что вы расстроитесь и, возможно, бросите заниматься этой прекрасной работой, этой прекрасной техникой, потому что тут все дело в усидчивости. Поэтому делайте, пожалуйста, каждое упражнение четко и вообще как можно дольше, чтобы вот именно рука привыкла, чтобы когда мы начнем рисовать на латексе, у вас уже
не получалось каких-то скачков, рывков, заусенцев вот этих вот, то есть чтобы все было под контролем. То есть ваша рука еще на этапе держания ручки привыкла, каково это. Держите ручку всегда максимально низко, потому что тут контроль. Старайтесь вести таким образом, чтобы как бы палец средний у вас скользил по бумаге. Тогда у вас получится больше контроля еще на этапе рисования ручкой. И находитесь максимально низко. То есть вот эти пальцы все прям у меня лежат. Точно так же мы будем держать машинку в дальнейшем для контроля. Такие пучки прорисовываем. Ну, по сути, это пучки. Вот такое задание. Пожалуйста, выполняйте его правильно. Все, всем пока. Встретимся на следующем уроке.